За последние 3 месяца я перевел кучу муки, кучу мяса, кучу топленого масла. И все это я делал для того, чтобы научиться готовить узбекскую самсу. И наконец-таки у меня получилось, и я сегодня с удовольствием готов поделиться с вами секретами и рецептами приготовления самсы домашней по-узбекски. Поехали! Привет, с вами Игорь, и сегодня на кухне Дель Норте я бы хотел показать, как приготовить узбекскую самсу домашнюю, именно домашнюю. Как приготовить слоеное тесто, как вообще этот процесс происходит, я думаю, вам будет очень интересно. Для того, чтобы приготовить самсу по-узбекски, нам надо сначала подготовить тесто. Сам рецепт состоит из 3 частей. Первое — это приготовить слоеное тесто, второе — это приготовить начинку, а третье — это уже сложить самсу и запекать ее. Я начну с теста. Для того, чтобы у меня получилось хорошее тесто и в правильных пропорциях, я буду использовать весы и я буду использовать мерную чашку. Из 1 килограмма муки у меня получится примерно 24 самсышки. Поэтому из того количества, которое вам нужно, то есть если вы хотите приготовить 48, допустим, то, конечно же, берите 2 килограмма муки. Но здесь самая главная пропорция воды и муки. 1 килограмм муки на 500 грамм подсоленной воды. Если вы делаете первый раз самсу, я вам советую начать с половины. То есть возьмите полкило муки и возьмите 250 миллилитров воды. Сейчас я замеряю 500 миллилитров воды. И сюда я добавлю где-то 2 чайные ложки соли. То есть на каждые 500 грамм муки я добавляю 1 чайную ложку соли. Теперь я в муке делаю небольшую лунку, заливаю воду и начинаю замешивать тесто. Приготовление самсы — это не очень быстрый процесс. У меня на весь полный процесс уходит где-то 4 часа. Поэтому если вы хотите приготовить самсу на ужин, то начинайте ее готовить в обед. Если у вас есть кухонный комбайн, то, конечно же, гораздо проще приготовить тесто в нем. Но у меня нету кухонного комбайна, поэтому я буду делать все вручную. Воду для теста гораздо лучше использовать тепленькую. Это не влияет на качество теста, но гораздо приятнее руками работать с немножко теплым тестом, чем с холодным. Ну вот я вымесил немножко теста, и теперь я всегда добавляю немножко растительного масла. Это не обязательно делать, но, на мой взгляд, это делает тесто более податливым. Вот, поэтому, если хотите, добавляйте. Если нет, то не добавляйте. И теперь я буду вымешивать вот это тесто где-то минут 5 или 10. После того, как я его вымесил 5 минут, теперь я его уберу в пищевую пленку. Это очень важно. Дело в том, что тесто еще не готово. Ему надо постоять минут 20. Потом я его буду опять вымешивать и опять оставлю в пищевой пленке. Сейчас очень хорошо видно, что тесто еще не готово. Тесто должно постоять, и через 20 минут в нем будут происходить вот эти глютеин. Он начнет активизироваться и сделает это тесто очень эластичным и совсем другим по консистенции. Поэтому сейчас, видите, я завернул это в пленку. И оставляю теперь это на минут 20. Через 20 минут я вернусь к нему опять. Так, но пока тесто стоит, время зря терять не будем. Нам надо подготовить начинку. Я буду делать 2 начинки: из мяса и из тыквы. Вы можете делать начинку, какую вы хотите, какую вы пожелаете. И по специями, и по тому, что вы будете добавлять внутрь, это будет ваш выбор. Можно добавить зелень, можно добавить сыр. Здесь самое главное — это тесто. Вот это слоеное тесто, которое просто тает во рту, которое рассыпается, которое очень нежное и в то же самое время немножко хрустящее. Вот это делает самсу самсой. Я буду делать классическую домашнюю самсу. И здесь я буду использовать баранину. Пропорции очень простые. 1 часть баранины и 1 часть лука. Лучше нарезать и мясо, и лук ножом.
Конечно, можно использовать мясорубку, но по вкусу не получится так же вкусно, если бы вы нарезали ножом. Поэтому я вам советую использовать в самсе жирное мясо, если у вас нету думбы. Если же есть думба, то вы используете пропорции 1 к 1, одна часть мяса, одна часть лука. И, допустим, если мы берем килограмм, то 300 грамм думбы, жира. Или просто вы можете взять жирное мясо и смешать его с луком. Теперь посмотрите, как я буду нарезать мясо. Лучше и легче его нарезать, когда оно будет немножко подмороженное. Поэтому где-то за час или за 2 достаньте его из морозильника. И тогда его будет легче резать. Я же нарежу его мелкими кусочками. Если у вас есть большие ножи, то можно, конечно же, его и нарубить. После того, как вы нарезали или нарубили мясо, сюда надо добавить лук. Кстати, все пропорции вы найдете в описании этого видео. Поэтому, когда вы закончите смотреть этот рецепт и решитесь приготовить самсу, то я вам советую посмотреть в описании. Там все ингредиенты с точностью до грамма описаны. Теперь видите, я таким же макаром нарезаю лук. Его надо нарубить, так же как и мясо. Во время этого процесса желательно не плакать. А если заплачете, то ничего страшного. Это слезы радости от того, что вы приготовите вкусную, отличную самсу. Теперь я сюда добавляю в таком же количестве лук. Добавляю сюда соль. Добавляю сюда черного перца. Это по вкусу. Добавляю сюда измолотую кинзу и зиру. Все вместе. Опять же, по вашему вкусу. И теперь это надо хорошенько перемешать. Если у вас мясо не жирное, если у вас нету думбы по какой-то причине, у меня, допустим, думбы нет. Так как в Америке ее очень сложно достать, я сюда добавлю немножко растительного масла, опять же. И все хорошенько перемешаю. Ну вот у меня получилась мясная начинка. Такая симпатяшная. Теперь я приготовлю начинку из тыквы. Вы знаете, когда я был маленьким, я, честно говоря, вообще не то что не любил, я ненавидел тыкву. Но когда я один раз попробовал самсу из тыквы, вы даже не представляете, это было настоящее блаженство. Поэтому сейчас я вам покажу, как сделать начинку из тыквы. Вы знаете, у меня много друзей, которые знают, что я люблю готовить. Мне подарили вот такой монстр. На самом деле это очень крутая штука, она изготовлена для ресторанов. И в ней очень легко нарезать всякие овощи. Гораздо проще, чем на терке. В эту начинку я тоже добавлю лука. Добавлю соли. Конечно же, перца. Ну и как вы уже догадались, кинза и зира. И здесь я залью это оливковым маслом. Ну как видите, пока тесто настаивалось, я приготовил 2 начинки. Как раз прошло 20 минут, я приготовил мясо и приготовил тыкву. Сейчас я возвращаюсь к тесту. Итак, тесто постояло 20 минут. Здесь очень важно, чтобы глютеин сделал свое дело. Я, когда делал первый раз самсу, я не вымешивал, вернее как, вымешивал тесто, но я поторопился пару раз, и у меня не получилось хорошего теста именно из-за того, что тесто просто не достояло то количество времени, которое ему необходимо. И вот через какое-то время вы увидите разницу. Вот сейчас я уже вижу по консистенции теста, что оно становится гораздо упруже. Именно вот этого мне надо добиваться. Если коротко это объяснить разницу между консистенцией этого теста, то в самом начале оно было как пластилин, а сейчас оно становится как жевательная резинка, наверное, что ли. Ну вот примерно так. Вот я вымесил уже как бы второй раз и опять отправляю это тесто в пакет еще на 10-15 минут. Ну вот и наступил самый ответственный момент.
это приготовление теста. Вот сейчас очень хорошо я чувствую по тесту, что оно действительно готово. Глютеин сделал свое дело, тесто стало очень эластичным и очень упругим. Как вы видите, я его разделил на две части. И теперь начну работать с первой половинки. Для этого я его еще раз хорошенько вымешу и начну раскатывать. Я обратил внимание на одну деталь. Чтобы это тесто раскатать очень тонко, я его сначала намажу немножко растительным маслом. Так его гораздо легче подцепить, и оно получается раскатывается более равномерно, потому что здесь сейчас раскатывается очень большой кусок, и чем тоньше и равномернее я его раскатаю, тем лучше и больше слоев у меня получится в самсе. Поэтому вот этот вот начальный старт, он очень важен. Как только я добился той формы, которая мне нужна, я присыплю чуть-чуть мукой. Теперь я этот слой смогу очень тонко и легко раскатать. Для того, чтобы легче и проще было раскатать это тесто, я советую вам работать на большом столе, где есть много места. Ну вот, тесто я раскатал, то есть чем больше и тем тоньше вы раскатаете, тем лучше у вас получится тесто. Я буду использовать топленое масло. Я потратил где-то 3 месяца на то, чтобы добиться того результата, который я хочу. Я перепробовал 3 разных масла. Я перепробовал топленое масло, я перепробовал обычное сливочное масло и растительное масло. Самый лучший результат получается, когда вы используете топленое масло. Перед тем, как начать готовить тесто, я опустил топленое масло в теплую воду для того, чтобы оно стало жидким. Это очень важно. Если вы используете не жидкое масло, то оно у вас неравномерно ляжет по тесту. Поэтому сделайте его тепленьким, так оно гораздо лучше и равномернее распределится по вашему тесту. Ну а теперь я добавляю топленое масло и аккуратно распределяю его по тесту. Вот таким образом. Торопиться никуда не надо, это процесс такой очень приятный. Очень люблю работать с тестом. От этого получаешь необыкновенное удовольствие и кайф. Я равномерно сейчас распределяю масло по всему тесту. Надо избегать неравномерности. Когда я буду скатывать, мне надо, чтобы масло легло равномерным слоем по всем уголкам, по всем концам. Как только вы увидите, что ваша рука спокойно скользит по всей поверхности теста, вот в этот момент уже видно, что все достаточно равномерно легло, и теперь настало время закручивать. Закрутку надо тоже начинать очень аккуратно. И вот таким образом потихонечку я начинаю скатывать тесто в другой конец. Ну вот у меня, как видите, получилась вот такая колбаска. Теперь я ее немножко подкручу. И вот в таком виде я сейчас ее отправлю в холодильник на 2 или 3 часа. Если вы торопитесь, то эту колбаску можно отправить на 20 минут в морозильник, а потом уже на 10 минут оставить в холодильнике. То есть, если вы собираетесь готовить сейчас,
отправляйте его в морозильник на 20 минут, что я сейчас и сделаю, а потом просто отправляйте ее в холодильник, в нижний отдел, чтобы температура выровнялась. Ну а я же сейчас займусь второй половинкой теста, а эту отправляю на 20 минут в морозильник. Но вот прошло еще долгожданных 30 минут. Я вас предупреждал, этот рецепт где-то растянется на 4 часа. Тесто постояло, и теперь оно в принципе готово. Сейчас я его разрежу на бочонки или на колбаски, даже не знаю, как это сказать. То есть вот у меня получилось два как бы рулона. Теперь тесто на самсу, когда вы уже готовите саму самсу, ни в коем случае нельзя раскатывать тонко. Тесто должно быть достаточно толстым, чтобы вы могли почувствовать эти слои, слоеность, да? То есть изначально, когда вы раскатывали, его надо раскатывать тонко, но именно на саму самсу нет. Поэтому сейчас у меня вот из этого количества может получиться, я могу разделить эту самсу на 8 частей, а могу разделить на 6 частей. Я предпочитаю 6, так как тесто получится не очень тонким, и самса будет, ну, такая хорошего размера. Поэтому я сейчас разделю вот это тесто на 6 равных частей. И у меня получилось, вот видите, если посмотреть тесто в разрезе, вот здесь очень хорошо видно. Видите вот эти слои? Вот именно вот этого я и добивался, вот этой слоености. И так как вы видите, заготовки готовы. Заготовки готовы. Готовы заготовки. Заготовлены заготовки. Теперь мне надо подготовить лист. Конечно, можно самсу укладывать сразу непосредственно на лист, но гораздо легче потом мыть этот лист, если просто убрать эту бумагу. Поэтому я рекомендую использовать бумагу. Теперь я беру заготовку, прижимаю и начинаю раскатывать. Если тесто приготовлено правильно, то вам не понадобится ни мука, ни масло, чтобы его раскатывать. Оно будет достаточно эластичным и в то же самое время достаточно холодным, чтобы не прилипать к столу. Укладываю начинку. Способов формировать самсу огромное количество. Ее можно сделать круглой, ее можно сделать квадратной, ее можно сделать треугольной. Треугольный на самом деле это самый простой способ. То есть я загинаю одну сторону, потом загинаю вторую сторону и потом загинаю третью сторону. И подкрепляю углы. Теперь вот этой стороной я укладываю на противень. Еще раз. Раскатываем тесто. Переворачиваем. Укладываем начинку. И делаем треугольник. Раз. Два. Три. И опять же вот этой стороной укладываем на противень. И вот таким макаром я сейчас закончу с этой самсой. Итак, я вам показал, как сделать самсу из мяса. Вот посмотрите, какая красава получилась. Я еще не закончил, к ней еще вернемся. Но я хочу вам показать, как приготовить самсу из тыквы. Перед тем, как я положу тыкву, я сюда добавлю небольшой кусочек сливочного масла, а сверху я укладываю тыкву. В тыкве нету жиров, и сливочное масло придаст этой тыкве необыкновенный сливочный вкус. Будет просто няма, обещаю. Теперь, после того, как я все приготовил, я теперь укладываю самсу таким образом. И теперь, когда самса будет готовиться, масло будет стекать на тыкву. Будет просто потрясающе вкусно. И еще я хотел поделиться с вами одной деталью. Приготовление самсы очень трудоемкий и долгий процесс. И без помощи семьи вам просто не обойтись.
во время этих съемок, когда я снимал самсу, мои домашние помогали мне с приготовлением этой самсы, иначе я бы не справился. Поэтому, если вы хотите собраться вместе и что-то сделать вкусное и полезное, готовьте самсу. Собирайтесь и готовьте самсу по-узбекски. Почти все готово, осталось пару небольших штрихов или деталей. Я взял желток и взбил его вместе с молоком. И теперь я аккуратно каждую самсышку смазываю. Я вам не советую использовать цельное яйцо для смазки, я вам советую все-таки использовать желток. Так самса получится гораздо красочнее, гораздо ярче, чем если ее просто смазать яйцом. Самый последний штрих, но, к сожалению, когда я начал готовить самсу, я обнаружил, что у меня закончились кунжутные семечки. У меня осталось буквально, их можно пересчитать. Поэтому я вам покажу на одной самсе, а вы можете заранее купить кунжутные семечки и посыпать самсышку сверху. И у вас получится вот такая красава. Внешне, что самса с мясом, что самса с тыквой выглядит одинаково. Поэтому, чтобы их различать, я сюда добавлю немножко зиры. Так я буду знать, что та самса, на которой есть немножко зиры, это с тыквой, а на которой нету, это с мясом. Ну вот, все готово. Теперь осталось отправить эту самсу в духовку. Я духовку заранее разогрел до температуры 180 градусов. Готовить или запекать ее надо в этой духовке от 45 минут до часа, в зависимости от вашей духовки. Итак, поехали. Итак, отправляю это в разогретую духовку. И к этой самсе я вернусь где-то через 45 минут. Итак, как вы видите, самса готова. Посмотрите, какая красавица получилась. Теперь ее осталось красиво уложить. Это с тыквой. А вот это, вот она, одна осталась, с мясом. Какой аромат. Это тесто, это просто фантастика. Давайте я вам покажу поближе. Вот посмотрите. Вот это тесто, вот в этом заключается весь секрет этой самсы. Она получается сочная, нежная и в то же самое время рассыпчатая. Я надеюсь, я смог показать вам, как приготовить домашнюю самсу по-узбекски. Готовьте с большим энтузиазмом. Пробуйте, и я уверен, что у вас получится вкусная самса по-узбекски. Я же, в свою очередь, передаю всем своим землякам огромное спасибо. Спасибо Узбекистану за то, что научили делать меня такое замечательное блюдо. Если понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на мой канал. Также, чтобы получить обновления, нажмите на колокольчик. Я желаю вам отличного настроения, приятного аппетита. Сделаем этот мир вкуснее. Пока.